Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Госпожа Мукаадер берет ребенка на руки и передает ему. «Бейза, давай я приготовлю стол к вечеру, давай отпразднуем рождение ребенка, ладно?» Когда его отец говорит, Джихан смотрит и выходит из комнаты. Затем, когда Бейза и Гульсум выходят из комнаты, госпожа Мукаддер молится: «О Боже мой, как я смогу это вынести, как я буду смотреть на лицо моего сына, Боже, помоги нам». Пока Бейза и Джихан присматривали за ребенком в колыбели, когда пришла госпожа Фадиме, Джихан поднял ее на руки и сказал: «Сестра Фадиме, с этого момента увольняйся с работы, и ты будешь заботиться о ребенке». Когда Бейза говорит, что нет необходимости, я позабочусь об этом, а Гульсум поможет, Джихан говорит, что сестра Фадиме более опытна в этом вопросе, я хочу, чтобы она позаботилась об этом, и показывает детские принадлежности, которые принесла Айсу, и говорит все, что будет полезно здесь. Когда госпожа Фадиме говорит: «Не волнуйтесь», она говорит, что вы сообщите мне, когда Джихан поел, спал и проснулся. Когда Бейза спрашивает, куда ты собираешься, Джихан отвечает, что у него есть работа. Когда Бейза спрашивает, когда он вернется, он уходит, не ответив. Как только он покидает особняк, он звонит Энгину и просит отменить встречу и прийти в компанию. Тем временем к Энгину приходит пакет с животом Бейзы. Когда госпожа Фадиме говорит ей, что она кормила ребенка своей едой, она ругает ее и выгоняет из комнаты. Затем она сделала селфи с ребенком и отправила его Ханчеру, затем позвонила ей и сказала: «Мой муж выбрал нас. Если ты найдешь оправдание и попытаешься произвести впечатление на моего мужа, я разорву тебя на части». Ханчер кладет трубку. Затем, когда Эмир приходит к нему и спрашивает: «Ты приедешь за мной?», Ханчер отвечает, что да, мы давно не проводим с тобой время. Когда Эмир говорит, что яблочные конфеты, которые вы недавно купили, были очень вкусными, Хансер ведет его купить конфеты, чтобы это были именно те яблочные конфеты, которые вам нужны. Когда Джихан приходит к Энгину и делится своими чувствами: «Я становлюсь отцом», Хансер беременен, Энгин обнимает его и поздравляет. Когда Синем нравится дом, который она смотрит, и она заходит на счет, чтобы внести залог, она видит, что денег нет, и немедленно звонит Мелиху. «Мелих, мой друг, оказался в очень сложной ситуации, и я ему передал, но он говорит: не волнуйся, я решу эту проблему». Когда Синем обращается к агенту по недвижимости и спрашивает: «Что-то пошло не так, мне нравится этот дом, я хочу сохранить его, не могли бы вы подождать несколько дней?» Агент по недвижимости отвечает: «К сожалению, я не могу заставлять его ждать, не получив залога, и если кто-то наймет кого-нибудь, чтобы он посмотрел его днем, я ничего не смогу сделать». Когда Джихан мечтает построить жизнь с Хансером и их ребенком, Энгин говорит: «Вы женаты и у вас есть ребенок, как это произойдет?» Джихан говорит: «Я позабочусь о своем ребенке. Если Бог дал мне такой шанс, Он также даст мне решение». В этот момент приходит его секретарь и сообщает, что заказанные им десерты прибыли. Когда Джихан дает указание немедленно раздать всем, секретарь сообщает ему, что у него гости из Конья, Джихан просит немедленно позвонить. Когда его гости говорят, что в мечети, построенной в Конье, все готово, не хватает только ковров, Джихан говорит: «Это легко, позвольте мне прислать людей», и его гости очень довольны. Дерья Йонка готовят для него, чтобы помочь ему выздороветь, и рассказывает о родах Бейзы и о том, какой она плохой человек. Когда Джихан приходит в особняк, он приходит с полными руками и приносит подарки всем сотрудникам. Когда господин Гульсум Джихан спрашивает Бейзу, что она купила для вас, она отвечает, что он не в настроении отдавать это при всех, поэтому он подарит это, когда они останутся одни вечером. Джихан приходит к малышу и говорит: «Мой дорогой сын, ты хорошо спал, молодец. Скоро к тебе приедет брат. Обещаю, я буду очень любить вас обоих. Ты моя первая любовь». Когда госпожа Мукаддер собирается войти в комнату, она слышит и прислушивается к его голосу, она очень расстраивается, а когда она собирается уйти, Бейза видит и говорит: «Посмотрите, как сильно она любит своего сына. Она не позволяет уходить от ее сына, несмотря на твое ужасное лицо, ты стала бабушкой».
Госпожа Мукаддер идет в свою комнату и плачет: «Боже мой, что я причинила», и обнимает ребенка, кровь которого неизвестна, говоря: «Сын мой». Ханчер приготовил ужин, а Джемилю и Эмиру еда так понравилась, что они сказали, что теперь ее готовите вы. Дерья знает, что Хансер уйдет, поэтому критикует его за уход других. Корнеярик очень вкусный, аха, может быть, мы едим этот корнеярик в последний раз. Когда я упоминаю, что он из рук Ханчера, Джемиль говорит Дерье: «Ты очень милая сегодня вечером». Бейза звонит отцу и сообщает ему, что Джихан очень заинтересован в ребенке, что госпожа Мукаддер очень несчастна и что ее отношения с Ханчером оборваны, как ножом. «Господин Нусрет, вы меня очень подтолкнули, но теперь вы стоите на твердой почве», он предупреждает вас, чтобы вы были осторожны и вели себя прилично. Ханчер приносит Джемилю чай и говорит с ним об этом. Когда он спрашивает: «Ты меня простил?», Джемиль отвечает: «Нет, брат, ты меня простил». «Может быть, мне стоит снова увидеть тебя с этим парнем», говорит Ханчер. «Этого никогда не произойдет, брат, этого никогда не произойдет». Бейза обеспокоена тем, что не может уложить ребенка спать. Пока он говорит сварливо, он замечает, что дверь открылась, и начинает красиво говорить. Когда приходит Джихан и спрашивает, спит ли Бейза, она говорит: «Что бы я ни делал, я не мог заставить ее замолчать». Джихан говорит: «Отдай это мне». Джихан говорит: «Давай, сынок, закрой глаза», и ребенок замолкает. Когда Бейза благодарит его, Джихан спрашивает, почему. Бейза говорит: «Я думала, ты не полюбишь ребенка из-за меня». Джихан говорит, что я люблю его, потому что он мой сын, в котором есть частичка моей жизни и крови, а не для того, чтобы сделать тебя счастливым. Затем он говорит: «У меня есть для тебя подарок», и Бейза удивляется от волнения и говорит: «Я никогда не ожидал чего-то подобного». Когда она открывает пакет и обнаруживает внутри радионяню, она расстраивается, но не показывает этого. Это Джихан просит сообщить вам о ребенке, пока вы будете внизу. Хансер, напротив, погружен в свои мысли в несчастном состоянии и думает о своих воспоминаниях о мире. Джихан вспоминает, как врач сказал, что ваша жена беременна, и рассказал об этом Энгину, и на его лице появилась улыбка. Ханчер приходит на стоянку такси с чемоданом в руке и говорит, что пришел попрощаться с Мелихом. Мелих говорит: «Давай сядем и поговорим». Ханчер говорит: «Вам большое спасибо за вашу дружбу, за вашу бесспорную помощь». Мелих спросил, может ли он сказать мне, куда он собирается. «У меня есть друг в Назилли», я позвонил ему и спросил, могу ли я остаться на несколько дней. Он сказал, что он тоже работает на фабрике. Там. Когда Мелих спрашивает, почему вы жертвуете собой ради всех, Ханчер отвечает, что никому не позволит нарушить порядок из-за меня и моего ребенка, когда у него звонит телефон. Секретарь позвонил из больницы и сказал, что вы покинули больницу, не получив результатов. Доктор поделился этим с вашей женой, но просто чтобы вы знали. Ханчер кладет трубку и говорит, что узнал, что я беременна. Бейза использует ребенка как предлог, чтобы позвонить Джихану, и делает видеозвонок. Когда Джихан благодарит его и хочет повесить трубку, потому что у него есть работа, Бейза очень расстраивается. Когда ребенок начинает плакать, Фадиме кричит: «Где ты?». Когда Хансер в панике встает и говорит: «Мне нужно немедленно уйти отсюда», Мелих говорит: «Хватит убегать, скажи мне». Пока Ханчер находится в дороге, Джихан звонит и говорит, что хочет поговорить с ней в последний раз, и Ханчер понимает, что Джихан не откажется от попыток поговорить. Синим очень злится на поведение Мелиха. «Ты думаешь, что жизнь – это игра? Я слишком стар, чтобы играть в игры. Мы поженимся через 2 дня. Где мы будем спорить с Мелихом?» Синим говорит Мелиху, что ты привык жить один, так что продолжай. Когда Айсу приносит госпоже Мукаддер еду и лекарства, она находит ее без сознания на полу, кричит и зовет всех в комнату. Бейза тоже приходит и смотрит издалека, и ей нравится эта ситуация. По приглашению Джихана Ханчер снова приходит в дом, где работает. Джихан приготовил для нее стол. Пытаясь уговорить Ханчер сесть, он говорит: «Я знаю, что ты беременна, почему ты скрыла от меня эту хорошую новость?» Все кончено. Госпожа Мукаддер больше не может говорить.
Бейза отправляет некоторых сотрудников вызвать скорую помощь, а других принести ее телефон. Когда он говорит: «Вы не понимаете, что кинжал невозможен, не так ли?» Джихан говорит: «Пожалуйста, дайте нам еще один шанс». Когда он обнимает его, игнорируя слова Ханчера, и говорит, что мы любим друг друга, несмотря ни на что, Ханчер говорит ему, что ребенок не твой, чтобы оттолкнуть его. Джихан шокирован этим заявлением. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.